Приветствую вас на канале Панцергренадера. В этом видео хочу зачитать вам впечатления второго по результативности танкового аса Германии Отто Кариуса от боев на Ягд-Тигре. Интересно, что данная САУ была разработана не потому, что в ней была реальная необходимость, а просто потому, что имелась сверхмощная пушка ПАК-44, которая не подходила ни для одного танка. По всей видимости, Гитлеру, страдавшему гигантоманией, очень хотелось установить ее на гусеничное шасси. В своей книге «Тигры в грязи» Отто Кариус вспоминает: когда в Зеленагере проходило испытание самоходных орудий, мы потерпели первую неудачу. Несмотря на свои 82 тонны, наш Ягд-Тигр не желал вести себя так, как мы этого хотели. Только его броня была удовлетворительной, а его маневренность оставляла желать намного лучшего. К тому же не было вращающейся башни, а был просто закрытый бронированный кожух. Любой значительный поворот орудия приходилось осуществлять поворотом всей машины. По этой причине передачи и дифференциалы быстро выходили из строя. И такое чудище пришлось сконструировать не когда-нибудь, а в финальной фазе войны. Крайне необходимо было улучшить конструкцию стопора по походному для 8-метровой пушки, поскольку его приходилось отключать снаружи во время боевого контакта с противником. Фиксировать ствол на марше по дороге было, конечно, необходимо. В противном случае держатели лафета изнашивались бы слишком быстро, и точный прицел был бы невозможен. Ко всем этим проблемам примешивался и тот факт, что танкист не мог чувствовать себя комфортно в самоходной установке. Нам хотелось иметь возможность поворачивать орудие на 360 градусов. Когда же этого не было, у нас не было и чувства безопасности или превосходства, а скорее, что кто-то дышит нам в спину. Мы также обнаружили, что орудие из-за своей неимоверной длины настолько разбалтывалось в результате даже короткой езды вне дороги, что его регулировка уже не согласовывалась с оптикой. Это обещало много курьезных моментов еще до встречи с противником. По прибытии в 512-й тяжелый батальон истребителей танков меня назначили командиром роты Ягд-Тигров. К востоку от Вайденау мы сосредоточились для атаки господствующей высоты. Проехав несколько сотен метров, я, наконец, увидел один вражеский танк, который беспорядочно метался за домом, пока не исчез. Я хотел в первый раз испытать нашу 128-миллиметровую пушку. Выждал момент и выстрелил в дом снарядом со взрывателями замедленного действия. Результат продемонстрировал всю чудовищную пробивную силу нашего орудия. После второго выстрела американский танк загорелся. Янки сразу оживились, и вскоре мы оказались в центре интенсивного артиллерийского обстрела. К счастью, обошлось без жертв. С наступлением темноты мы отошли назад, на наши прежние позиции. На следующий день поступил приказ отвести самоходные орудия несколько севернее и установить их на более выгодной позиции, чтобы прикрывать дорогу. К полуночи моя рота двинулась, а я последовал позднее за ней на своем автомобиле. Как раз когда я собирался миновать колонну, ужасный взрыв потряс воздух. Мы встали, и я увидел, что горит самоходное орудие. Члены экипажа разбежались по округе, потому что подумали, что это прорвались американцы. У меня сразу возникли сомнения. Американцы? Ночью? Против танков и пешим ходом? Нет, это было исключено. Все были настороже, оружие наготове. Затем показались фигуры, и я узнал германские каски. Некоторые из них были времен Первой мировой войны. Эти храбрецы осторожно пробирались вперед, пока я не разрушил чары и не окликнул их по-немецки. Оказалось, что перед нами был фольксштурм, народное ополчение.
Эти люди, конечно, никогда прежде не видели германских самоходных орудий и были твердо убеждены, что перед ними плохие парни. У одного из них, наконец, не выдержали нервы, и он выстрелил фауст-патроном. Обе стороны легко отделались. Камераден. Я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер». Утром мы вышли к какой-то деревне, где американские танки доставляли серьезное беспокойство нашей пехоте. Я приказал вывести Як-Тигр на позицию на восточном краю деревни, а сам загнал автомобиль на небольшую возвышенность неподалеку. Противник уже достиг автобана 233, и 5 танков стояли прямо у нас на виду под деревьями. Расстояние не превышало 600 метров. Командир Як-Тигра, не имевший фронтового опыта штабсфельдфебель, захотел взяться за дело сам. Подойдя с безопасной стороны, я сначала провел его пешком на высоту, показал противника и сообщил расстояние, так что никаких сложностей у него не могло возникнуть в принципе. Это было как на полигоне. Затем штабсфельдфебель пошел к своей машине, а я остался наблюдать. Неудачник затем совершил роковую ошибку. Он не опускал пушку вниз, чтобы придать ей правильное положение, до тех пор, пока почти не въехал на возвышенность. Американцы, конечно, услышали шум мотора и отреагировали соответственно. 2 танка ушли, но 3 других открыли огонь. Самоходка штабсфельдфебеля вскоре получила попадание в лобовую броню, но сама выстрелить еще не успела. Вместо того, чтобы наконец выстрелить, ненормальный прямо на вершине развернулся на 180 градусов, когда мог просто откатиться назад. Как только перед Янки во всей красе предстала корма Як-Тигра, они задали жару нашей машине. Ее сразу же охватило пламя. Последовали другие попадания, и ни один из 6 человек экипажа не смог спастись. Вероятно, потому что все мешали друг другу. Этот пример наглядно показывает, что самое лучшее оружие и самый большой энтузиазм бесполезны, если не проводилась упорная базовая подготовка. Воспоминания от Акариуса достаточно красочно описывают эпизоды боевого применения Як-Тигров. Однако для полноты картины им не хватает голых цифр. 128-миллиметровое орудие САУ могло поразить любой союзный или советский танк на расстоянии 2 километров, поскольку его бронепробиваемость на этой дистанции составляла 170 миллиметров. Благодаря качественному 10-кратному прицелу максимальная дальность стрельбы достигала 4 километров. Боекомплект Як-Тигра составлял 40 выстрелов, а скорострельность 2-3 выстрела в минуту, при том, что заряжающих в экипаже было 2 человека. Лобовое бронирование машины составляло 150 мм в корпусе и 250 мм в рубке под углом 75 градусов, что делало ее практически неуязвимой на дистанции свыше 400 метров. Толщина бортов и кормы была одинаковой – 80 мм. Всего за время Второй мировой войны было произведено 74 Як-Тигра, которые поступили на вооружение 512-го и 653-го батальона тяжелых истребителей танков. Как вы считаете, насколько эффективными были Як-Тигры в реальном бою? Оправдана ли была их разработка? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком. Если хотите первыми получать уведомления о выходе новых видео, нажмите на колокольчик рядом с подпиской на канал.
Спасибо за внимание.